Вон еще одна. Вон там. Здесь есть то? Там вдали я вижу чей-то костер. Я сейчас лежу. На дне какой-то ямы. В прошлый раз был подготовительный поход. Мы с Кучумом отработали совместные навыки. Сегодня же мы отправились в лес не просто так. Нам предстоит дальняя дорога. Помните тот лес, где пропал охотник? Зимой я ходил туда один. И мне встретился неадекватный человек. То ли шаман, то ли колдун, я не знаю. Он стучал в барабан. Также он был вооружен луком и стрелами. И даже одна из стрел попала в мой рюкзак. Он попал мне! Пропавшего охотника так и не нашли. И недавно там снова пропал человек. Возможно, этих людей уже нет с нами. И я отправляюсь в то место, где впервые нашел порванную палатку. Я хочу попробовать наладить контакт при помощи ЭГФ с духами, чтобы узнать, как они пропали и, возможно, кто этому поспособствовал. Это опасное приключение, поэтому я решил с собой взять своего верного друга Кучума. Сидеть. Молодец. Дай лапу. Молодец, хороший.
Отойди, отойди, отойди. Вот ты. Друзья, сегодня была длинная дорога. Кучум даже не уходит из палатки, как он устал. Мы прошли полпути, завтра должны преодолеть вторую половину. Сегодня лагерь у нас немножко по-другому расположен. У каждого свое место. У меня отдельная палатка. Кучум спит под тентом рядом со мной. Но меня разделяет сетка. Делали пробный поход с Кучумом. Выяснилось, что он часто выходит на улицу ночью. И тем самым запускает комаров. Так я буду спать отдельно, и все будет хорошо. В принципе, мы уже поели, попили чаю, и можно уже ложиться отдыхать. Чем раньше ляжем, тем быстрее встанем. Чё, Кучум, как ты? Как ты, дружище? Все нормально, спишь? Да, друзья, забыл сказать, что в прошлый раз, когда я ходил сюда, я остановился примерно на таком же расстоянии, как и сейчас. Да, еще впереди день пути, но тогда, когда я ночью спал, я проснулся от того, что услышал чьи-то шаги. Кто здесь? А после увидел символы на деревьях. Поэтому спокойно поспать здесь не получится. И, собственно, поэтому я и не разжигал костер все это время, чтобы не привлекать внимания. Ну, собственно, вот как-то так. Кучум! Кучум!
Кучум, ты куда? Ты чувствуешь кого-то? Здесь есть кто? Сейчас я возьму тепловизор на всякий случай. Проверю тепловизором. Не знаю, друзья, возможно, Кучум учуял какого-нибудь зверя или птицу, поэтому начал лаять. Но мне стало не по себе. Сейчас он успокоился, пошел обратно в палатку, спокойно сам. Сейчас я пойду тоже дальше спать. Ну, если что, у меня охранник есть. Друг, все хорошо? Кучум? Друзья, так Кучум лаял. Может, на животное, может, почуял какого-то человека или что-то еще. Я на всякий случай оставлю камеру, чтобы ничего не пропустить. Кучум. Кучум. Кучум.
Кучум! Друзья, я не знаю, что делать. Прошло уже 2 часа, как я зову Кучума. Он не приходит. Я надеюсь, что ничего плохого не произошло. И он всего лишь погнался за каким-нибудь зверем. Или просто ушел погулять. Кучум! Больше ничего не слышно. Ни лая, ни каких-либо шорохов. На всякий случай пока собрал палатку. Если он сейчас объявится, то мы дальше продолжим путь. Пока он не пришел, я остаюсь здесь. Друзья, уже скоро наступит ночь. Я-то ждал Кучумы весь день и дальше не знаю, что делать. У меня потихоньку заканчивается еда, почти уже нет воды. Эту ночь я отосплю еще на этом месте. Сейчас поставлю снова палатку. Ну а завтра на утро, наверное, пойду дальше вперед. Друзья, там вдали я вижу чей-то костер. Сейчас. Камера этого не видит, но сейчас попробую подойти поближе. Я не вижу, есть там кто-нибудь или нету. И сколько там человек, если есть. Тихо. Это барабан. Черт. Мне кажется, это реально барабаны, как тогда я слышал.
15 минут назад костер потух. Больше я никаких звуков не слышал. Надеюсь, это мне показалось, это были не звуки барабанов, не бой барабанов, а, например, не знаю, человек ломал дрова или рубил дрова. Сейчас сидеть на улице очень холодно, а костер развести я не могу, не хочу привлекать к себе внимание. Попробую пойти в палатку, залезть в спальный мешок, но спать я сегодняшней ночью точно не буду. Эта ночь была ужасной. Я практически не спал. Эти шаги меня просто напугали, и то, что пропал Кучум. Мне придется отсюда все-таки уйти. Сейчас я отправлюсь туда, где горел костер. Посмотрю, есть ли там люди. Может, это они ходили. Может, увидели мой какой-то свет и не стали меня будить. Я просто так испугался. Я не знаю. Может быть, я просто себе накручиваю. Где-то там, друзья, вчера горел костер. Сейчас я собираюсь до тут дойти и посмотреть, что там.
Костер еще тепленький. А это что такое? Похоже на какую-то клетку. Здесь, похоже, порвано. Она не очень крепкая. Наверное, делалась на скорую руку. Не знаю, друзья, что это для клетки и для чего она. Она не очень крепкая, но надеюсь, в ней сидела не моя собака. Ладно, сейчас я отправляюсь дальше, чтобы успеть до вечера. Нужно идти сейчас. Только что видел сейчас красную тряпку. Вон она. Помните, в тот раз были помечены деревья красными тряпками. Их было несколько. Вдали что-то красное, скорее всего, тряпка. Вон там еще одна. Дальше, впереди. Они из тряпки до сих пор сохранились. По ним я пришел к палатке. Я думаю, что это была палатка охотника, который потерялся. Где-то рядом должно быть дерево, возле которого молился тот шаман. Вон еще одна. Вон там тряпка еще одна.
И вот это дерево. Здесь какая-то, даже чувствуется какая-то негативная атмосфера. Плюс еще дерево засохшее, этот знак. По-моему, я видел, как этот шаман здесь молился возле этого дерева. Сегодня ночью я попробую провести здесь сеанс ЭГФ. До ночи я постараюсь куда-то спрятаться и понаблюдать за обстановкой, послушать, чтобы рядом никого не было. Все это время я был на улице в темноте, ничего не слышал, все было тихо. Сейчас нахожусь возле этого дерева. Я буду его называть магическим. Буду пробовать выходить на связь с духами при помощи диктофона и при помощи рации. Пожалуй, начнем. Диктофон пишет. Если здесь кто-нибудь есть, вы можете выйти со мной на контакт? Души пропавших в этом лесу. Если вы тут, вы можете со мной выйти на контакт? Барабаны.
на дне какой-то ямы. Кажется, я либо сломал, либо растянул ногу. Очень сильно болит. Боюсь куда-либо идти. Вообще боюсь двигаться.